Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня я хочу вам показать, как можно аккуратно и красиво обвязать край трикотажного изделия. Этот узор называется рачий шаг. Чтобы его выполнить, сначала нужно сделать основной ряд. Сейчас я соединю два кончика нити с помощью трикотажного узла. Нужно перекрестить две ниточки, оставив свободными хвостики длиной 1 сантиметр. Делаем петельку, как я показываю, и, придерживая кончики двумя пальцами, затягиваем. Этот узел очень прочный. Его раньше использовали на трикотажных фабриках, когда нужно было соединить нити. После затяжки узла отрезаем хвостики, оставляя свободные краешки по 5 миллиметров. Сейчас попробуем, какой он прочный получился. Вот, сейчас он еще больше затянулся. С таким узлом можно вполне продолжать работать. Итак, восстановим сейчас наш предыдущий ряд и будем делать установочный ряд, столбики без накида. Я сейчас делаю обвязку крючком меньшего диаметра на пол размера. То есть основной образец я вязала крючком диаметром 4 мм, а обвязку буду делать крючком 3,5 мм. Это позволит сделать краешек более плотным и более аккуратным. Он не будет растягиваться. Нужно обязательно следить за натяжением нити, чтобы натяжение было равномерным. Итак, заканчиваем установочный ряд, состоящий из столбиков без накида. Вот получился такой краешек, вот наш узелочек, которого совершенно не видно. И теперь будем делать обвязку рачьим шагом. Идти будем слева направо. Рабочую петельку будем заводить под две половинки нашей косички, нашего верхнего ряда. И дальше будем идти, вставляя крючок в последующую правую петлю. Итак, продеваем крючком, поддеваем крючком под две половинки петли, захватываем рабочую нить. Вот, смотрите, две половинки. Захватили рабочую нить и вытянули ее на лицевую сторону. На крючке 2 рабочих петельки и провязываем обычной петелечкой. Теперь продолжаем дальше. Вставляем крючок в следующую петлю, ничего не пропускаем. Дальше делаем то же самое. Следующую петлю поддели, подтянули рабочую нить на лицо и провязали столбиком без накида. Этот узор очень удобный при обвязке летних вещей, детских вещей, женских тонких джемперов. Вот смотрим, что у нас получается. Вроде бы так аккуратно, мне нравится. После того, как будет завершен наш ряд, если это готовое изделие, то нужно будет немножечко отпарить, совершенно слегка, не касаясь
вязаного полотна, чтобы ничего не нарушить, чтобы не вытянуть, просто чтобы нитка стала на место, и тогда будет очень хорошо смотреться этот краешек. Вот наш узелок, его практически не видно. Ничего никуда прятать не нужно. Он спрятался сам в ряд под ниточками. Вот, собственно, мы уже закончили. И смотрим, что же в результате мы получили. Вот, как я вижу, получилось достаточно аккуратно, ровно. Можно поближе посмотреть. С изнаночной стороны тоже достаточно аккуратно все выглядит. Обязательно нужно следить за натяжением нити, чтобы все петельки выглядели одинаково. Тогда рисунок будет красиво смотреться. Сейчас я хочу показать тот же рачий шаг, только выполненный нитью другого цвета, более контрастного. Я беру сейчас синюю нить. Я хочу показать, как можно обработать низ изделия. Вот у нас, когда начиналось вязание, образовалась такая косичка из цепочки, которую мы набирали в начале вязания. Ссылочку оставлю в описании, там у меня будет видео, как этот образец вязался, и можно там посмотреть, как эту цепочку я провязывала. Сейчас мы видим, что у нас здесь сформирована косичка. Мы точно так же установочный ряд из столбиков без накида провязываем, поддевая петлю за переднюю и заднюю дольки. Также выдерживаем равномерное натяжение нити, чтобы не было перетяжек нигде. Вот завершаем уже установочный ряд синими нитками. И можно сказать, что уже основу заложила я равномерную на этом участке, и будет дальше легко формировать узор рачий шаг. Все повторяем так же, как и в предыдущем случае, то есть берем, вставляем в правую следующую петельку под 2 половинки рабочую нить и провязываем столбиком без накида. И далее опять идем в следующую правую петельку, опять подтянули рабочую петельку, сделали провязку без накида и, собственно, продолжаем все точно так же. Если вы досмотрели видео и оно вам было полезным, очень хочу
попросить поставить пальчик вверх и подписаться на мой канал. Я его только развиваю и имею в планах создать много полезных видео для того, чтобы помочь всем желающим научиться вязать. Мне это занятие очень нравится, оно очень успокаивает, и одновременно можно сделать много полезных эксклюзивных вещей. Вот, заканчиваем ряд и смотрим, что у нас получилось. Делали мы 2 одинаковых ряда по технике, но эффект получился совершенно разный. То есть все зависит от того, что вы хотите получить. Либо контрастный краешек, тогда вот, пожалуйста, синенький краешек. Можно, конечно же, любой цвет, который пожелаете. Большое спасибо за просмотр.